Всем привет! С вами Монтерей. Сегодня у нас гайд на Гвен. На момент написания гайда Гвен является новым чемпионом Wild Rift и может похвастаться очень крутым стилем игры с уникальной эстетикой, которую многие обожают. Вдобавок, несмотря на то, что Гвен в первую очередь предназначена для верхней линии, она также может играть в лесу и на средней линии, что делает ее своего рода универсальным чемпионом. Она может быть милой, но ее ножницы оставляют серьезные следы, и она становится сильным чемпионом, поэтому знание всего о ней важно для игры как за нее, так и против нее. Рассмотрим умения Гвен. 1000 порезов. Пассивное умение. Автоатаки Гвен наносят дополнительный магический урон, который зависит от уровня ее здоровья. Удары против чемпионов восстанавливают ее здоровье в зависимости от нанесенного урона. Пассивная способность Гвен позволяет ей безопасно стоять на линии и не бояться трейдиться с вражеским чемпионом. Если ваш оппонент стоит неаккуратно и постоянно подставляется под автоатаки, то вы медленно и уверенно будете наращивать преимущество перед ним. Ваши удары будут сильнее из-за бонусного магического урона, а отхил с каждого попадания заставит любого противника трижды подумать, прежде чем трейдиться с вами. Однако базовые удары Гвен не настолько мощные, поэтому ощутимо наглеть за нее не стоит. Какой-нибудь Джакс или Камила быстро остудят пыл девушки с помощью станов, а Фиора просто передамажит куклу. Но ночной кошмар Гвен — это Ривен. У нее урона больше и прокаст сильнее, и контроль присутствует. Чик-чик. Первое активное умение. Гвен быстро щелкает ножницами в конусе перед собой, нанося магический урон. За каждую автоатаку, которую Гвен применила к врагу, она получает заряды. Максимально она может накопить 4 заряда. Враги в центре зоны поражения каждого разреза получают чистый урон, а также дополнительный магический урон от пассивной способности. Чик-чик – ключевой навык Гвен, с помощью которого наносит противнику урон и продавливает линию, а впоследствии забирает убийство. Ни в коем случае не стоит пытаться драться с противником, если у вас не настакано первое умение. Из-за этого механика Гвен на линии очень простая. Набил количество зарядов пассивки на миньонах, далее полез трейдиться. Старайтесь держать противника в центре конуса, чтобы наносить тонны урона. Атакуйте противника только тогда, когда он потратит ключевые умения и не сможет дать вам достойный отпор. Священный туман. Второе наше активное умение. Гвен на 4 секунды создает вокруг себя область священного тумана, который увеличит ее броню и сопротивление магии. Враги вне области не могут выбрать Гвен целью или поразить ее каким-либо умением. В первый раз, когда Гвен попытается выйти из области, туман последует за ней, но в следующий раз уже рассеется. Туман, пожалуй, самая имбовая способность Гвен. Благодаря ей кукла может избежать любой урон из любого источника, а также с легкостью скрыться от вражеского лесника. По своей механике туман напоминает смесь из ультимейта Ксинжао и третьего умения Сены, которое тоже накладывает на нее туман. Ошибочное применение способности может стоить Гвен жизни или потерянного убийства. При разменах 1 на 1 нужно активировать его во время боя, дабы получить резисты и в целом чувствовать себя более уверенно во время сражения. В тимфайтах нужно стараться активировать навык в момент срабатывания вражеских ультимейтов или других мощных источников урона. Ключевой момент – задоджить как можно больше всякой мерзости, чтобы ворваться в тимфайт с полным здоровьем. Свободный крой. Третья способность. Гвен совершает рывок на небольшое расстояние и усиливает свои автоатаки на 4 секунды. Их дальность и скорость увеличиваются, и они наносят магический урон при попадании. Атакуя врагов в течение этого времени, Гвен сокращает перезарядку свободного кроя. Весьма хороший рывок с небольшим кулдауном и множество полезных свойств. Активнее всего его стоит использовать во время трейдов с оппонентами. Враг начал лезть на вас, отскочили назад, быстро сделали серию забафанных ударов, настакали пассивку и завершили мощной нарезкой с помощью первого умения. Механика третьего умения позволяет в том числе перелетать сквозь тонкие стены, что несомненно добавляет Гвен еще больше мобильности и позволяет легче планировать побег от вражеского лесника. Но чаще всего рывок стоит использовать для уклонения от опасных вражеских способностей. Если туман находится на перезарядке, то с помощью кроя можно задоджить вражеский скиллшот или занять более выгодную позицию в драке 1 на 1. Самый банальный пример. Камила запрыгнула на стенку своими гарпунами, ждем пока она начнет лететь, быстро нажимаем крой в сторону и начинаем шинковать ее в салат. Вышивание. Это ультимейт Гвен. При каждой активации умения Гвен выпускает перед собой иголки, которые летят по прямой и наносят магический урон, замедляют врагов, а также дают дополнительный магический урон от пассивки. Гвен может применить навык до 3 раз. При первом применении Гвен выпускает одну иголку, при втором 3, а при третьем 5. Всего Гвен может поразить врагов 9 иголками и столько же нанести им урона от 1000 порезов. Применять ультимейт очень просто. Начали драться с противником, нажали. Цель убегает,
нажали, замедлили, задоджили контроль с помощью тумана, подлетели на третьем навыке, сделали несколько ударов, снова нажали. Поговорим про прокачку умений. В первую очередь нужно прокачать Чик-Чик, умение, которое наносит значительный урон противникам. Далее прокачиваем третье умение. Туман хоть и очень полезен в драках, но максить его мы будем в последнюю очередь. Ультимейт прокачивается по возможности. Рассмотрим сборку для Гвен и руны, которые нужно ей брать. На оптимальную сборку Гвен намекают ее пассивные умения и первое умение. Поскольку для куклы жизненно важно как можно быстрее насобирать стаки на пассивке, дабы эффектно нарезать с помощью Чик-Чик. Поэтому ей идеально подойдет зуб Нашора. Он дает бонусный инхит эффект, скорость атаки и целых 70 АП, которые позитивно скажутся на всех навыках чемпиона. В качестве второго предмета Гвен стоит выбрать только Творец Разломов, поскольку он тоже сочетается с ее общим геймплеем. Аккуратно настакаться перед врывом, а затем вывалить на противника чистый урон с помощью автоатак и первого умения. В дальнейшем сборка зависит от ситуации на карте и вашей наглости. Третьим предметом мы собираем ботинки с улучшением стазис, или же проторемень, в зависимости, что нужнее в вашем матче. Еще как вариант, можно взять улучшение Ионийская слава, чтобы догонять убегающих врагов, а затем купите шляпу Рабадона, чтобы усилить наши первые предметы. Уже с этой сборкой вы просто будете вырезать противников один за другим. Ну и не забудьте про Мореллу, если противник собирает лайфстил, и закрепите сборку космическим ускорителем или мучением Лиандри. Оба эти предмета очень хорошо чувствуют себя на Гвен, и вы будете превращать врагов в оригами за считанные секунды. Теперь поговорим про руны. Поскольку Гвен очень любит драться с помощью автоатак и вообще находиться поближе к противнику, то идеальной ключевой руной для нее станет Завоеватель. Она увеличит общий урон куклы, а также как следует бафнет урон от первого умения. Второй руной берем Охотник Вытягивания Жизни, чтобы наносить больше урона противникам и в то же время восстанавливать его себе. Далее берем Титан, он даст нам немного стойкости. И последним руной берем Плоды. Как вариант можно еще взять Плащ. Ну а теперь советы по игре. В начале матча Гвен относительно сильна и может быстро зачищать пачки миньонов. Однако нужно быть осторожным, так как неожиданные атаки мили чемпионов невозможно задоджить туманом. Уделяйте внимание фарму, а для причинения вреда готовьте заряды Чик-Чика, накапливайте их на миньонах, а затем ждите момента, когда вражеский топер подойдет. Главное, хорошо прицельтесь. Далеко отходить от союзной башни нельзя, так как если вас подловит вражеский лесник, скорее всего вы умрете и начнете отставать от фарма. Поэтому держите средины на линии и не пушьте миньонов. В середине игры тактика достаточно проста. Чаще ходите с командой, чтобы не пропустить файты, а во время затишья идите на боковые линии или в лес и воруйте фарму вражеского лесника. Сложности могут возникнуть в сражениях. Гвен это не танк, но ей придется стоять на фронт-лейне, чтобы прикрыть тонких стрелков и магов. Старайтесь выждать время, чтобы активировать священный туман и заблокировать способности противников. Когда враги все сдадут в туман, используйте ультимейт и аккуратно бросайте иглы. В лейтгейме стратегия примерно такая же, но если файтиться с командой противника не выходит, то вы можете попытаться атаковать важных чемпионов по отдельности, вылавливая их, чтобы те не приняли участие в важном файте. Также хочу дать пару важных советов. Не используйте Чик-Чик, если нет 4 стаков. Только при максимальном заряде ножницы становятся опасным оружием. 2-3 стака почти не представляют угрозы для толстых топеров. Активируйте священный туман, когда видите анимации дальнобойных способностей. Например, Ultimate Ash. Туман защитит вас и союзников от стрелы. Но помните, что если герой запустит снаряд внутри облака, то сможет застанить вас. Не храните священный туман в дуэлях с мили чемпионами. Он, конечно, не заблокирует их удары и способности, но даст дополнительную броню. Нажимайте кнопку свободного кроя сразу после удара, так как этот навык сбрасывает перезарядку автоатаки, и вы будете наносить больше урона. На стадии лейнинга не запушивайте линии. Гвен очень уязвима для нападения лесников. Давайте поговорим, как же играть против Гвен. При игре против Гвен нужно держать в уме два фактора: количество стаков на нее пассивной способности и кулдауны на втором и третьем умении. На куклу не стоит выпендриваться. Если она настакала 1000 порезов, это сильно уменьшит ваши шансы выиграть трейд, поскольку она атакует вас с помощью первого умения и нанесет чистый урон и отхилится. На Гвен всегда стоит нападать с помощью контроля. Благо, сейчас он есть у каждого актуального топ-лейнера. Благодаря свободным секундам вы сможете нанести достаточно урона и отойти на безопасное расстояние. Кулдауны третьего и второго навыка нужны для того, чтобы скоординировать атаку с лесником. Без своего рывка Гвен становится крайне уязвимой и легкой целью, поэтому старайтесь в первую очередь развести ее именно на него. С туманом немного сложнее. Хорошая Гвен не будет нажимать его без лишней надобности, поэтому при планировании ганга стоит учитывать эту неприятную способность и не раскидывать скиллы просто так, а выждать тайминг. Ну а на этом все. Спасибо, что посмотрел мое видео. Ставь лайк, если тебе понравилось, а также не забудь перейти на мой канал. Там много гайдов на разных чемпионов. И удачи тебе в твоих играх. Пока!